Всем привет! Недавно приобрел такую вот камерку Foxeer Cat. Брал ее, так как сейчас осень, темнеет рано, и хотелось бы полетать подольше после заката. Так как она позиционируется, камера, день-ночь, вот, решил испробовать, что же это такое. Вот, полетав несколько дней, решил рассказать о ней свое мнение. Комплектация у камеры стандартная. Пульт, провода, винтики, болтики, шайбочки, крепление, макулатура. Здесь все как обычно. У всех фоксиров одно и то же. Формат у нас большой. Мини и микро форматов на эту камеру нет. И не факт, что они появятся. Вот. Но основные характеристики можем здесь вот, кстати, посмотреть. Чувствительность довольно неплохая ночная. После запятой у нас 301 люкса. Это говорит о том, что она уже ночная. А разрешение 1200 ТВЛ. По разрешению я вот сравнивал с предатором. Да, здесь побольше строк будет, потому что некоторые мелкие объекты издалека предатор просто не видит, там размытые пятна непонятные, а это их видит и видит неплохо. Вот. Матрица имеет стандартный формат 16:9, но переключается 4:3. Питание, как обычно, все фоксиры поддерживают до 40 вольт. Линза у нас 2,1 мм. Вот, это что касается стандартных технических характеристик. Теперь хочу высказать свое мнение по поводу, как же эта камера снимает днем. Сейчас я вставлю здесь небольшие вырезки из ДВР, полет ночной и как камера снимает днем. По поводу дневных съемок. Я бы эту камеру рекомендовал использовать под дальнолет, под фристайл и гонки днем. Ну, можно, но не так хорошо работает ВДР, как в предаторе. В предаторе вообще супер ВДР, и работает он шикарно. Вы видите солнце, облака, землю, деревья и даже то, что делается в тени. Здесь же с этим проблема. Вместо солнца у вас просто наполовину засвеченное небо, белое пятно. Ну и скорость срабатывания на яркость, конечно же, отличается на порядок от того же предатора. Ну, естественно, камерка универсальная, и получить от него таких же результатов, понятное дело, что было бы странно. Что понравилось по матрице? Она днем шумов вообще я никаких не вижу. Если на предаторе даже днем я вижу какие-то точки по экрану, и как бы, когда вы не с чем сравнить, вы это не замечаете. Но когда вы летаете, берете сразу две камеры, в очки посмотрели и переключились на вторую, то вы сразу видите, реально предаторы какие-то по экрану, блин, рой мух летает, грубо говоря, много каких-то мелких точек. Здесь же этого нет. И здесь такая цветастая, естественная картинка, в этом смысле мне камерка очень понравилась. Но, все-таки ВДР не позволяет нормально на ней чувствовать себя уверенно в режиме такого резкого фристайла. Теперь хотел бы поговорить о линзах. Покупаете камеру для дальнолета, либо там самолета и все такое, берете линзу 2,1, либо выше. Не берите 1,8. Слишком большой угол хорош для гонок и фристайла, когда вы там над землей, вам нужно видеть землю хорошо и все такое. Если на линзе 1,8 эта камера с расстояния в 200 метров видит, скажем так, окна в домах, ну, такие более-менее четкие, черные там такие прямоугольники, слегка подразмытые. Допустим, предатор со своими 1000 ТВЛ вообще ничего не видит, там просто размытые какие-то пятна. Это уже видит. То с линзой 2,1 эта камера дала такую картинку, я даже не ожидал. Но я не хочу сказать, что там супер Full HD стало, нет. Но на порядок разница была, то есть я уже четко вижу окна в домах. Прямоугольная, ровная, там, где предатор даже на этой линзе особо-то нифига не видит. Поэтому в этом плане под дальнолет камера неплохая. Ночью же она будет 100% хороша при полете, когда снег лежит. Летать просто в темноте ночью на поле, когда земля голая, видимость есть, но очень слабая. И в этом вы убедитесь на следующей ДВР-ке. В принципе, лететь можно. То есть, если просто для дальнолета, ночью он полетит и полетит нормально. Фристайлить невозможно. Малейшую фигуру выполняешь, тут же теряешься в пространстве и крашанешь легко. Причем я испытывал камеру в полнолуние, когда небо было более-менее там чистое и освещалось неплохо, но при этом видела она, ну, так себе. По 10-балке, наверное, на 3.
потому что приходилось сильно напрягать даже не глаза, а мозг, пытаясь понять, что там снизу происходит, на какой-то высоте от земли и все такое. Но если зацепить на нее инфракрасную подсветку, правда для этого придется выкинуть ЭК-фильтр, она будет видеть еще прикольнее в темноте. Здесь рассмотрим небольшой отрезок дневного ДВР. В целом, качество картинки у этой камеры на высоте, учитывая то, что это ночная камера, цветопередача у нее отличнейшая, детализация превосходная. Да, баланс белого иногда у нее сбоит, но это недостаток, наверное, любой FPV-шной камеры. Вот. Что же касается ВДР, здесь, конечно же, отдельная претензия. Камера довольно долго переключается, довольно сильно заливает все небо в белый цвет, но ожидать другого от ночной камеры, наверное, здесь и не стоило. Ну а для плавных дневных полетов она очень даже хороша. Теперь посмотрим на ночную ДВР-ку. На первый взгляд может показаться, что картинка довольно яркая, но это только первое впечатление. Дальше обратите внимание, что картинка так себе, мягко говоря. Вот, и это при условии полнолуния. Если бы было пасмурно, либо отсутствие луны, не видно вообще ничего. Фонари довольно сильно засвечены. Это опять-таки последствия ВДР. Поначалу я подумал, что линза заляпанная, протер. Ничего не изменилось. Вот как было, так осталось. Вот. Поэтому летать ночью в режиме блина вполне себе возможно. В идеале, конечно же, со снегом. Но тут как получается. Вот. Если же кто-то хочет более чувствительную камеру, то это Runcam Night Eagle 2. Но, надо признаться, там она не настолько уж круче, чем эта камера. То есть в пасмурную погоду, при отсутствии полнолуния, она, скорее всего, такая же будет слепая, как и эта. Но, а в целом, та камерка, конечно, почувствительнее, так как она изначально идет исключительно ночная. Это у нас 2 в 1, и ночь, и день, а там чисто ночь. Здесь же я пытался снимать ИК-фильтр, попробовать, насколько она лучше будет снимать без него в темноте, но практически то же самое. Вот в целом и все, что я хотел показать и рассказать об этой камере. Кому нужно будет, ссылочки оставлю в описании. Всем удачных полетов и пока!